I'm very happy to be here with you. Those in the room, I can hardly see you at all. The picture is like this small. Да, я очень рада быть здесь с вами сегодня. Сейчас, и вот те ребята, которые в комнате сейчас находятся, очень сложно, конечно, вас видеть далеко. Если те, которые к нам присоединились, Маша и Аня, если вы можете включить камеру, было бы классно. Ну, если вдруг у вас есть такая возможность. Okay, sorry. We will need to interact with each other, but it can be on a level where you just raise your hand really high so I can see that. Мы будем делать такую обратную связь, и очень важно, если что-то у вас будет сказать или спросить, сразу поднимайте руку, чтобы мы могли остановить, и вы скажете или спросите. Но когда он будет задавать вопросы, тоже обратная связь нужна будет. Perfect. So, just a few words about me. My name is Mattias Ягер. I am 32 years old, married. Меня зовут, хочу немножко сказать о себе. Меня зовут Матиас Ягер, мне 32 года, и я женат. In fact, last time I've been to the conference 2 years ago, that was, I think, 1 month after I got married. В прошлый раз, когда я приезжал на конференцию 2 года назад, я думаю, что это был как раз тот момент, когда я месяц был женат. То есть он поженился за месяц до конференции, на которую к нам приехал. I have studied songwriting on a bachelor and a master level in the US and in England. Я изучал написание, то есть саму тему написания песен как степень бакалавра и магистра в Штатах и в Британии. То есть изучал эту всю тему. And that's what we're focusing on in this workshop, and we'll be focusing on in the next one that I'm doing on Saturday as well. И поэтому основной темой, о которой мы будем говорить, это написание песен, и это будет фокус наш на этом воркшопе сейчас. During the pandemic, I have shifted some of my focus from making music to writing music. Когда началась пандемия, я немножко сместил свой фокус с как бы делать музыку, то есть, я так понимаю, писать музыку, аранжировки, все делать, сместил фокус на написание песен. I have this group of students, they are teenagers. У меня есть группа студентов, подростки. And I teach them how to play together, play with their instruments together in a band. И я их учу, как играть вместе на инструментах, как играть вместе в группе. And when the pandemic hit us, like the lockdown made everything impossible. We couldn't play together anymore. И когда пандемия началась, это сделало для нас невозможным собираться вместе и играть вместе музыку. So we tried to move our band music lessons online. Мы пытались сделать вот эти музыкальные уроки, переместить наши групповые на уроки в Zoom, то есть в онлайн. Ну, не Zoom, но онлайн. And then we realized that we can do almost everything in music we can do online, but the only thing we cannot do is play music together. И мы поняли, что очень много вещей, почти все, что можно делать из музыки, ну, как бы создавая музыку, мы можем это делать онлайн. Но единственное, что мы не могли делать, это вместе играть. And so we shifted our focus, and I taught them how to write their first song. И мы немножко сместили фокус. После этого я научил их, как написать свою первую песню. And that song has already been recorded and released in Germany. И эта песня уже была записана и, так сказать, выпущена в свет. Has anybody written a song during the time of the pandemic? Кто-нибудь из вас написал песню в течение вот этого времени пандемии за последний год? Кто-то написал песню? Поднимите свою руку. Wow. Yeah, I can see a few hands. Very good. Has anybody out of those people written more than one song during the pandemic? А есть люди, которые написали больше, чем одна песня на протяжении этого пандемии? Very good. Yes. And the others, is there anybody who has not written a song at all up to this point? Кто-то есть, кто не писал вообще никогда песню?
So everybody has at least tried. Just me. You. This will also be perfect for you. Yeah. Хороший семинар для меня. Very good. Today I want to look at songwriting with you from the perspective of a song is the outcome of a number of decisions that we've made. Хочу с вами сейчас говорить о песне, о написании песни и процессе этом, что песня — это как бы подытоживание предыдущих сделанных решений. То есть песня — это итог совершенных решений. Songs are something very complex, so decisions need to be made on various levels. Песня — это что-нибудь такое достаточно сложное, поэтому решения, которые мы принимаем в процессе написания песни, должны быть тоже очень, как бы хорошими. Usually it starts with a decision like, am I even willing to try writing a song? В основном это начинается просто с первого решения, которое мы принимаем, и первый вопрос — это я вообще хочу попробовать написать песню или нет? And if we can answer yes, then a host of other decisions is to be made. Да, и если мы отвечаем на этот вопрос, да, я хочу начать попробовать написать песню, то как бы самое основное решение, оно принято. Like, what should the song be about? Or am I going to use a specific word in a specific spot in the song? Да, и потом начинается следующее решение. О чем должна быть песня? Буду ли я использовать это слово в этой песне или это слово? The problem that I want to address today in a very practical way is this. Our perfectionism is usually standing in our way as songwriters. І основна проблема, которую я бы хотел загострити увагу, заострить внимание, это наш перфекционизм, он часто стоит на пути к написанию песни. It oftentimes hinders us or makes it impossible for us to finish a song or even start a song. И даже, возможно, мешает нам закончить, перфекционизм мешает нам закончить песню или даже начать ее, потому что перфекционизм есть. In perfectionism, we take that one decision that's in front of us and we are spending so much time and effort to make the right decision or the best decision. И в перфекционизме как оно работает? Мы берем какое-то решение, и мы столько сил и энергии тратим на то, чтобы принять 100% идеальное и самое важное решение, вот сейчас правильно сделать выбор. But in songwriting, we have so many decisions that are to be made that not everything depends on this one decision. И в написании песен очень сильно много разных как бы решений, которые нам нужно принимать, они не зависят от этого важного. То есть не самое важное — это какое-то одно первое, самое важное сделать идеальным, и тогда все пойдет хорошо. То есть все остальные, они как бы отдельны могут быть от самого важного, самого первого. What I'm proposing to you today, that it is much better to finish a song in a short amount of time, and then knowing it is less than perfect, but still having time to then write another song that could be better than the first one. И я бы даже хотела бы вам предложить, что такую идею, что иногда лучше написать песню очень короткие сроки. То есть сел, написал, начал и закончил. Даже, может, она будет не идеальная или там вообще не будет хорошей, но у вас будет больше времени для того, чтобы написать следующую, и следующая, возможно, будет лучше. That's much better than spending an eternity trying to write that perfect song at your first try. Это намного лучше, вот эта идея предыдущая, чем просто потратить всю вечность для того, чтобы написать одну единственную, самую идеальную песню и самую лучшую. What I want to do today with you is I want to give you one possible roadmap of making decisions for you to write an entire song. Что я хочу сейчас вам дать, это просто пошаговую инструкцию к тому, как лучше написать песню от начала и до конца. Of course, you can take a lot of different routes to get to that finish line. Конечно, можно много, как он сказал, как бы дороги, да,
много дорог, они ведут к написанию хорошей песни. So it's entirely possible that when I show you my roadmap, that you will think, well, that's not the way I usually write songs. И может быть такое, что если я вам покажу свою дорогу или свою тропинку, можете, как я пишу песни, вы можете сказать, ну, это не так, как я обычно пишу песни, поэтому, может, оно не подойдет мне. But that's okay. The only thing that I need from you now is to make the quickest decision that you can on this roadmap. Это нормально, если вам не подойдет такой путь. Но что я сейчас хочу от вас, это принять самое-самое быстрое решение, которое вы можете на пути к тому, чтобы писать песню. Просто быстро принимать решение. So the very first decision, whether or not you even want to try writing a song, I'm deciding that for you. You will. Первое решение, как бы хотите вы написать песню или нет, ну, вы сами отвечаете в основном сами отвечаете на этот вопрос, но сейчас я вам не даю права выбора, сейчас мы, то есть вы хотите написать, я вам это говорю, вы хотите написать песню. So make sure you have a pen and paper ready, or you can use your phone or laptop or anything that you can write on. Подготовьтесь, чтобы у вас была ручка, листочек или там ноутбук или телефон, что-нибудь, где мы можем записать. If you have instruments at hand, I don't know if we'll get to that point. I hope we will, but they will be useful later on. И если вдруг у вас там где-то инструменты где-то рядом есть, там, то, надеюсь, мы дойдем до этого момента, там, где нужно будет подключать инструменты, но, в принципе, было бы тоже полезно. Okay, here's my roadmap to writing an entire song. Вот моя пошаговая инструкция или вот моя дорога к написанию песни. These are 13 decisions that you need to make. Это 13 решений или 13 вопросов, возможно, на которые вам нужно дать ответ. Some of them you can decide really quickly. Некоторые очень быстрые решения будут приходить. Some of them will take some time. И некоторые понадобится немножко времени, чтобы принять это решение. And what we're going to do, the rest of the time, we have a little more than an hour. У нас чуть-чуть больше часа сейчас есть. We're going to go through each of these steps. Пойдем через каждый этот пункт. And then you get some time to make your own decision. И потом у вас будет немножко времени, чтобы вы как бы приняли решение или сделали решение по поводу каждого пункта. Remember, it's not about making the right or the best decision. It's about making the quickest decision. Помните, что суть в том сейчас не сделать самое правильное, самое идеальное решение, не принять самое идеальное решение, а принять самое быстрое. То есть наша цель – это быстро принять решение. Okay, so I'm going to go through these slides and I'm going to say just one or two sentences about that one decision, but you can already go and try to make that decision. Мы сейчас будем каждый слайд за слайдом, каждый из 13 пунктов рассматривать. И я немножко буду говорить пару предложений по каждому пункту, но если у вас уже есть идея, уже можете думать, отвечать на этот вопрос, который будет в слайде, и сразу себе записывать. And then once you're done, make sure you raise your hand real high so I can see it. И когда вы как бы ответили на этот вопрос или приняли решение по данному пункту, сразу поднимите руку, чтобы я вас видел. В Zoom тоже можно поднимать руку, там, знаете, да? All right, you ready? Готовы? Here's your first one. Первое. Decide your song's emotion. Выберите эмоцию вашей песни. Just pick any one of these, or if you can think of something else, that's okay too. Just pick one emotion. Просто выберите радость, грусть, романтичность, меланхоличность, рефлективное, то, что напоминает мне о прошлом, какая-то песня удивления или песня боли. А вот это вот сейчас переведу слово. Как переводится оно? Как переводится? Вот, не знаю. Сейчас. It's not that important. Just pick any of the other. Трепет какой-то,
трепет, выражение эмоций. Быстро выбрали, поняли руку. I see one hand. Yeah, that's good. Okay, next decision. The first ones are real quick. Следующее решение. Молодцы, быстренько сделали. Decide Дальше. your song's meter. Метр, You want- размер. You want it to be in 4/4, 6/8, any other meter is okay. First hand. Yeah, that's nothing you have to think about very long. Almost all of our songs are in 4/4 time. Не надо сильно долго думать, да? У нас почти все песни, они 4/4. То есть на 4. Okay, perfect. You can see down on the slides, there's next up. So if you're done already, you can think about the next one already. Видите, внизу слайдов тоже следующее есть, третье, я сразу буду читать. Выберите тему или название вашей песни. Название вашей песни. Четвертое – это форма вашей песни. То есть там сколько куплетов, припевов, есть ли бридж. Сейчас будем дальше идти. Просто если вы закончили, сразу смотрите третье, четвертое. All right, next one. Следующий. Decide your song's topic. Тема вашей песни. Тема. Какая Okay, тема? this is the first one that you can think about for too long, so make it quick. Это первое, которое может занять слишком много времени, чтобы думать, поэтому давайте быстро. Оп, и решили. Any topic in just a few words that fits your song's emotion. Ой, я прослушала. Любая тема, которая в голову вам приходит, и она подходит к эмоции, к эмоциональности вашей песни. Сделали? Написали? Скажи, что я поднял руку. Такие молодцы, такие быстрые. Very good, very good. Yes. Okay, we're moving on. Дальше, дальше. Форма песни. Decide your song form. То есть 2 куплета, 1 припев. 2 куплета, припев, бридж. 3 куплета. Есть. И... Yes, perfect. И идеально. Это весело. Next one. Дальше. Контент, то есть что вмещает каждый из этих пунктов, каждый из section, you mean verses and choruses? Yeah, decide on the like the one for the topic. The topic was for the entire song. Now, what do you want to say in the first verse? What do you want to say with the Да, second вот verse? мы написали тему, да, тема это там, не знаю, про бутылек мы пишем. И о чем будет первый куплет, о чем будет припев, о чем будет второй куплет, бридж. Следующий там, если кто-то закончил. Есть кто-то закончил? Нет. Paulina, you're done already? Да. Nice. Translating and being quicker than everybody else. Иоанн. Молодец. Плюс Маша есть, отлично. Хорошо, следующее, если кто-то закончил, выберите, сколько строчек будет в каждом разделе. То есть это куплет, припев. Okay, can you raise your hands once again, everybody who's already Еще поднимите руку, deciding? кто уже закончил, пожалуйста, еще раз поднимите руки. Угу. Кто написал топики, темы для каждой припева, куплета? Okay, so we're almost done. Окей. Быстрые решения принимайте. Okay, we're moving on. Да. Дальше продолжаем. Сколько строчек? So depending on your song form, if you
just pick the 3 verses, then each section will have the same number of lines. But if you have a chorus, that will be separate. Зависит от того, как вы выбрали песню. Например, если у вас 3 куплета, вся песня, то есть как гимны, каждая секция, то есть каждый раздел, каждый куплет будет иметь равное количество строк. Если у вас куплет и припев есть, то в куплете может быть там 4, 6, 8, в припеве меньше или больше. Лучше меньше. То есть, видите, у него написано, типа, первый это куплет, потом припев, потом опять такой же куплет, как первый был. Okay, ready? Закончили? Да, это быстро должно быть. Окей, Yes. Zoom, спасибо. We're moving on. Here we go. Now we're deciding on a hook line. Сейчас нам нужно выбрать строчку, которая будет как бы а-ля основой или которая будет зацеплять. Can you explain, please, what does it mean? A hook line is that one phrase that after you listen to a song that sticks in your ear or in your head. Hook line. Hook — это как крючок, то, что зацепляет нас. Вот эта строчка, это означает фраза какая-то, которую ты, когда слушаешь песню, у тебя сразу оно вот в голову въедается. A very typical placement of the hook line is at the very end of the chorus. Типично всегда ставят вот этот вот hook line, ставят его в конце припева. So on the right side, you see the song form of verses and a chorus, and you will put the hook line only in the last line of the chorus. Например, с правой стороны вы видите, там есть куплеты и припевы, да, чуть-чуть припев сдвинутый. То hook line, то есть фраза, которая зацепляет нас или слушателя, она будет в конце припева. And if you decided on the 3 verses only, then you will put the hook line at the end of every single verse. Но если вы выбрали как форму песни куплеты, одни куплеты, то есть, например, как гимны, вы ставите этот hook line, то есть фраза, которая зацепляет нас, в конце каждого куплета. Now, for the hook line, it's very important that it fits your song's topic very, very well. И вот эта вот фраза, которая как бы hook, да, очень важно, чтобы она очень-очень хорошо подходила к теме песни. То есть тема песни там, ну, короче, вы поняли. Плохо с примерами. It can actually state your topic very explicitly, or it can just convey the emotion of your topic. I'll give you an example. То есть это может выражать, как бы показывать вашу тему или раскрывать ее очень так специфично, или это может вызывать, то есть эта фраза, она может вызывать ту же эмоцию, которую вы хотите в своей песне все выразить, или ту же эмоцию может вызывать, которая тема песни тоже вызывает. So, for example, if your topic was missing a loved one, если, например, ваша тема песни будет потеря кого-то любимого человека, then your hook line could be like very explicitly, I am missing you or I miss you. Не потеря, а скучать. То есть скука. Ну, не скука, когда тебе скучно, а когда ты скучаешь за человеком. И hook line может быть такой: я по тебе соскучился, да? Или я за тобой скучаю. But it could also be something like, where have you gone? Но также это может быть фраза, например, куда ты делся или куда ты ушел. So it's not explicitly stating it, but you can feel the emotion in the words. То есть это как бы тема, что я скучаю за каким-то человеком. Фраза «куда ты ушел» или «куда ты делся», она не говорит, ну, то есть не говорит теми же словами, как и тема,
но она выражает ту же самую эмоцию. То есть я переживаю то, что я скучаю за кем-то. Что-то типа Алана Уокера Unfaded или что? Кого? Unfaded каждый раз его повторяется. Ну, Алан Уокер Unfaded, знаешь песню? Я не знаю. Нет? It's about song Anne Walker, Unfaded. There are a lot of like lines with this word, unfaded. I don't know this song. Can it be a hook line? Can it be the word? Hook word? Yeah, it could be just one word. It's possible. Да, вот hook line может быть просто словом каким-то. Вот как привели пример от этой песни, которую я не знаю. Anybody already landed on a hook line? Кто-то написал уже hook line? There's one hand, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. Very good. Отлично, отлично. Самое сложное пошло. Okay, now you get to write a little more. Дальше, чуть побольше. Now you're actually putting text to your verses and chorus. Пишем текст в наши припевы, куплеты. Сейчас будет звук. Let me tell you this much. It doesn't have to rhyme at this point, and it doesn't have to have a rhythm of speech at this point. А сейчас хочу вам сказать, что на момент этого пункта не обязательно, чтобы рифма была. То есть и не обязательно, чтобы был какой-то ритм песни. То есть можно было под ритм его прочитать. Не обязательно это. Просто We'll worry about that in the next steps. Мы чуть-чуть попозже об этом будем беспокоиться. Just make sure that you write as many lines as you decided for each section. То есть убедитесь в том, что вы сейчас напишите столько линий, сколько вы решили для каждого отрезка, то есть для куплета, для припева. And then make sure you include the hook line at the appropriate place. Да, и убедитесь в том, что вы хук-лайн тоже ставите в нужное место. В припеве в конце или после каждого куплета, если вы выбрали такой формат вашей песни. We're even going to do that, the hook line, we're going to repeat that one. So write it down twice. Where? The hook line at the end of the chorus, Да. You just write it down twice. Ага. We just double the hook line. Ага. Ну, тогда, если, например, вы пишете хук-лайн в конце припева, просто напишите ее 2 раза. То есть это как мы ее споем или скажем 2 раза. So actually the chorus becomes 5 lines, 3 that you're still writing, and then the 4th is your hook line, and then the 5th is your hook line. Получается, если вы выбрали, что у вас припев из 4 строчек состоит, то вы просто 3 строчки пишете текста, 4-я строчка — это хук-лайн, и 5-я строчка опять хук-лайн. То есть вот эта фраза, которая цепляет. Мы писали с вами эту фразу. Anybody done writing all the lines? Кто-то написал уже все строчечки? Я. You're so quick. Okay, who is halfway done? Половину кто написал? Половину уже. Есть кто-то? Отлично. Маша, отлично. Маша, ты написала все или половину только? This is just text. It's not lyrics yet, so it doesn't have to be perfect. Просто текст. Не надо, чтобы он идеальный. Это не слова песни еще. Мы просто текст пишем. We'll spend some extra time on making it nice. Да, немножко чуть больше времени на это проведем. У нас когда-то песню писали про солнышко, зверюшек, птички поют. We had on our 3rd course when we were studying, when I was studying at the seminary, we had this like songwriting, and we got one guy wrote a song about the sun is shining and the birds are singing and the grass is green. Написал про птичек, про солнышко светит, птички поют, все прекрасно, со мной Иисус.
что можем так попробовать. Okay, make sure every line is filled with something that relates to your topic. И убедитесь в том, что каждая строчка песни, она подходила к вашей теме песни. То есть это не просто какой-то левак. Okay, can we move on? Raise your Можем hand дальше? if you think we can move on. Можем дальше, как вы думаете? Поднимите руку, кто там плюс-минус как-то готов, не готов. Окей, good. Okay, Отлично. we're moving on. Продолжаем, двигаемся дальше. Decide on a rhythm of speech. Ритм нашей как бы речи. Now, these are just examples. Wonderful counselor, you have the emphasis on wonderful, and then der and full is not emphasized. То есть просто как мы ставим ударение. Например, чудесный, как это сказать, утешитель. Ну, наверное, у нас чудесный утешитель. Ну, то есть, видите, да, wonderful, one это под ударением стоит, другие не под ударением части. You mean not just the emphasis like the original word has. For example, wonderful, it's emphasis on the O. You mean just... Like... You would want to make it as natural as possible. So look at what you already wrote and then try to figure out, are there words or phrases that you have in there right now that you think they should stay? And what kind of natural rhythm do they have? Посмотрите, пожалуйста, на те слова в строчках, которые вы написали, и подумайте, чтобы этот ритм, он был как можно больше естественный. То есть если там есть естественное ударение на слово тюльпан, на пан, то ну, как бы стараемся его оставлять, и если есть какие-то слова, может, чуть-чуть, ну, оставляем или меняем, если есть. Yeah, let that guide you in your decision, which kind of rhythm you want. And then everything that does not fit into that rhythm, you try to rephrase, find synonyms, find a different way of saying it so that it fits that rhythm. То есть, и когда вы уже решите вот этот вот, как бы слова, которые находятся под ударением, то есть, когда мы говорим строчку, да, какую-то, или в поэзии тоже есть какое-то слово или два слова, на которое делается ударение, тогда вы будете видеть уже другие слова, возможно, которые по смыслу можно будет поменять, синонимы какие-то поменять, чтобы еще подходило по рифме. Once this is starting to work out, make sure also that the number of syllables in each line is about the same as in the other lines. Так. Number of syllables. Like on the slide, I've divided the syllables. Wonder, full, counselor. So this is 6 syllables. If I write a second line to this, it should be about 6 syllables also. Окей, склады, да, в школе учили склад, то есть wonderful, это типа 3 склада, не знаю, как будет на русском склады. Вы поняли, что... Слог. Слог, спасибо. Да, чтобы все слоги, ну, на линиях, чтобы в строчках слоги были одинаковые, количество. Anybody completely done with this step? Кто-то закончил? One hand, 2 hands. Молодцы, я сдалась. Very good. I told them, well done, I gave up, and the other girl told, yeah, me too. Don't give up. Yeah, that's really hard. It's not fit. I know this usually takes time. The more you do it, the quicker you get. But
it's totally normal to take hours and hours for one step alone. Говорит, что это нормально, ну, то есть чем больше мы будем это делать, тем быстрее мы будем, ну, учиться это все делать. И вообще нормально для каждого пункта, не знаю, часами сидеть над каждым пунктом, а мы так быстренько все проходим. Поэтому ничего, Даш, мы с тобой доделаем. That's the point of the exercise. We're trying to do it as quickly as possible. It doesn't have to be perfect. Суть в вот этих упражнениях мы просто пытаемся сделать все быстро, быстрее. Не обязательно, чтобы это было идеально. Ну ладно, я еще раз попробую. Okay, I think we're moving on. Хорошо, давайте дальше продолжать, двигаться дальше. If you're not completely done with this step, that's not a problem. До конца не закончили, это типа не проблема. We're moving on to deciding on rhyme words. So you're still working on your lyrics. Мы будем сейчас писать рифму, делать рифму. So maybe if you find rhyme words that you want to use, maybe you have to change your lyrics anyway. So just incorporate that into whatever you're doing now. Да, то есть сейчас мы будем находить рифму и дальше продолжать работать со словами. В принципе, в любом случае мы будем менять наши слова. Но просто вот сейчас давайте поработаем, и, возможно, какие-то слова на синонимы можно заменять. Просто делайте все, что возможно, чтобы было рифмовано. Here's a small tip about rhyme words. Есть такая подсказка маленькая по поводу рифмы. If you want to make sure that your rhyme words are not like cliche or boring, если вы хотите убедиться в том, что ваши рифмованные слова не вода, года, а что-то поинтересней. Look at your rhyme pair, the two words that rhyme. Посмотрите на свою как бы пару, те слова, которые рифмуются. Find the one word that is more interesting than the other. Найдите одно слово, которое более интересно, чем другое. And make sure the more interesting word comes later in the song. Later? Later. Like on the slide, After. we have two red boxes. The more interesting word would be in the second red box, like in the third line. Хорошо, да, то есть вы находите эту пару, находите два слова, и самое интересное, оно должно быть в конце, то есть после. Если мы сейчас смотрим, например, на этот рисуночек, красное рифмуется с красным, желтенькое рифмуется с желтеньким. That way we're always keeping that interest, and then the payoff comes in later. То есть, если мы что-то интересное оставляем на потом, и как бы даже вот через строчку, да, рифма, тогда мы как бы поддерживаем интерес людей, и что-то классное потом приходит в конце. То есть не сразу ты вываливаешь все козыри, а чуть-чуть на потом. Okay, let's see. Who's done writing his rhyme words? Давайте посмотрим, кто закончил 1, 2, 3. писание своих рифмы. Who is only trying to find one last rhyme word? Кто пытается просто найти последнее рифмованное слово? То есть, помните, это пара и последнее слово. Чтобы оно было интересное или рифмованное. В рифму подходило. Окей. Я, наверное, не поняла его. Can you explain one more time the last rhyme word? I was just asking if somebody's almost there. Like most of the rhyme words are already put in the lyrics, but there's just this one rhyme word that is still missing. Поняла, да. То есть, может, кто-то уже заканчивает, кто-то последнее слово, которое рифмуется, находит, пытается, чтобы оно состыковалось как-то. Есть кто застрял на одном слове? Пишется песня. We are writing a song.
Okay, if you're not completely done, it's not a problem at all because you can always still change your lyrics. А если вы еще не до конца закончили, это нормально вообще. Понятно, что вы потом сможете поменять слова какие-то. We will be moving on now. Будем сейчас продолжать немножко дальше. The next step really depends on whether or not you have an instrument at hand. Следующий пункт, он исполняется вне зависимости от того, есть у нас инструмент под рукой или нет. If you do have an instrument, then you can start jamming on your instrument, trying to find chords that fit the emotion that you want to convey. Если у вас есть инструмент, когда вы будете писать, то можете просто начинать наигрывать и искать аккорды, которые подходят по эмоциональному настрою песни. This can just be like a piano on your phone or something. Это даже может быть пианино, фортепиано на телефоне. But if you do not have an instrument, it's totally possible to not find chords. But if you have your lyrics ready, then you can just try to sing your lyrics without any chords. Но, возможно, у вас не будет получаться, там, например, аккорды какие-то подобрать. Сейчас нет инструмента, мы просто можем начинать напевать и придумывать. Можно try to create a melody, you mean? Yes. Типа просто мелодию какую-то. Не какую-то, а под песню. So if you jump to deciding on a melody, then you'll just have to go back after this session and sit down at your instrument and try to find the right chords for your melody. То есть, возможно, мы можем, например, перепрыгнуть на 12-й пункт и уже начать смотреть мелодию, а потом уже под мелодию подбирать аккорды. Нужно будет вернуться назад. Поэтому сейчас подбираем либо мелодию, либо аккорды. Может, там на слух кто-то аккорды может. Now you will need to at least hum your ideas of a melody. So maybe it's good for you to just stand up and walk in the room somewhere where you can hear just yourself. Да, возможно, вам, невозможно, а нужно будет обязательно сейчас хотя бы намугыкивать, так, мелодию свою. Поэтому если, вам, возможно, будет чуть-чуть лучше, чтобы вы встали и распределились по комнате, чтобы вы друг другу не мешали, и себе спокойненько намумукали свою мелодию будущей песни, которую вы запишете на Gloria Rec. If you need help with ideas for a melody, look at the screen, because I've outlined how the melody could go just in a simple way. Like the first two lines, they go the same way, and then the third line is kind of opposite to that, and the fourth line goes back to what we did in lines 1 and 2. Если вам нужны какие-то идеи по поводу мелодии, посмотрите просто на экран, видите, вот эти линии красные, они обозначают, как мелодия должна идти. Например, первые две строчки, они идут одинаково мелодически, все вверх, потом третья чуть-чуть другая, и четвертая как бы либо на затихание, либо на подъем туда. Это как очень простой способ, который можно написать. Then once you are landing on a melody, make sure you sing or hum it into your phone, or if you don't have a phone but you know how to write music, make sure you jot it down so you can remember it. Если вы не знаете, как записать, например, мелодию там нотками, можете нотками записать мелодию, можете записать, если не знаете, как нотками, хотя бы как эмоционально, мелодически она идет вверх-вниз, или на диктофон. We can record ourselves. That's the best way. Да, диктофон просто. Огонь. Полина, осталось 10 минут. 10 минут? 10 минут, да. 10 minutes left. Yes. This is almost the last step of your song. Почти последний этот. Така пісня в мене дитяча. I was humming my song and it sounds really childish. It's like really childish. But anything you're writing right now,
it can sound really great if you put it to a band and a good singer and everything. So don't worry about it too much. For this exercise, we're just making quick decision. Говорит, что, возможно, даже если мелодия, она звучит как-то по-детски, с вокалистами, там, хором, бэндом, все такое, оно будет звучать прям супер классно. Поэтому сейчас все, что мы учимся, это делать быстрые решения, принимать быстрые решения и писать детские песни. Okay, anybody done writing a melody? Закончили уже писать мелодию? I do not see any hands. Я закончила, I finished. You finished. Good work. There's another hand. Very good. Вы просто там не мумыкаете. Надо мумыкать. Я тут себе выключила микрофон, громко попела и все. Вы видите. Good. So just that we are keeping time, I'm going to move on to the last slide. Последний слайд. Oh, congratulations. Oh. And it's a simple one. Pick a title. Выберите название песни. Очень просто. Очень все просто. It can be your hook phrase, or it can just be one word from your hook line, or it can be anything else. Это может быть ваша вот эта вот линия, хук, строчка, да, которая зацепливает. Это может быть какое-то слово с этой строчки, это может быть просто что-то похожее о теме песни. Okay, that's it. Who was able to finish his entire song? Кто, подождите, я не написала. Кто закончил всю свою песню? Кто написал название песни? Very nice. I see one hand, 2, 3, 4. Very good. Have you ever written an entire song in a little more than an hour? Когда-нибудь писали целую песню за чуть-чуть больше, чем час? Кто-то писал так быстро песни? Я нет. Sometimes you have these moments where a song just comes to you, right? And it takes like half an hour. Которые вообще просто песня приходит к тебе, ты за полчаса ее пишешь и все, и погнал. But I promise you, this is different. We worked hard and we took every step, and it still just took a little more than an hour. Но я вам хочу сказать, что вот это не просто нам песня с небес свалилась. Мы хорошенько поработали по каждому пункту, но тоже мы видим, да, что это чуть-чуть больше часа заняло. Of course, this is only your first finished draft. Конечно, это просто наш как бы эскиз песни или скелет, первый законченный скелет песни. You can still go back to your song and fine tune, and maybe you should, to make it really good. Возможно, нам нужно будет повернуться к этой песне, менять что-то, делать и сделать ее очень хорошей. But you do have a finished song. This song already Но, works. ребята, у вас есть законченная песня. Я за себя просто радуюсь. So I will give you one last, or I'll make one last decision. I'll give you that decision. You have a song that's finished or almost finished. If it's almost finished, finish it today. Короче, я вам даю последнее как бы принятие решения, я вам скажу, что делать. У вас есть песня, которая закончена или почти закончена. Если она почти закончена, закончите ее сегодня, пожалуйста. And then decide on one person you're going to show your song to. И решите одного человека, кому вы покажете эту песню. One person to show your song to until tonight. И один человек, которому вы покажете эту песню, это должно быть сегодня. After that, you're free. You don't have to use that song for anything in your life, but that one thing you still have to do, okay? Короче, что вам нужно сделать по этой песне? Нужно будет обязательно сегодня закончить ее, обязательно сегодня кому-то ее показать, а потом можете ее забыть про нее. То есть я вас не заставляю с ней работать, дальше что делать. Просто покажите одному человеку сегодня эту песню. All right, I think, or I hope that was helpful. Ой, надеюсь, это было очень полезно для вас. This is everything I prepared, Все, so что we я can приготовила. finish on time.
Can you please switch to the first slide when we see all of Yes. all the steps? Сейчас будет первый слайд, может, вы сфоткаете себе, чтобы, короче, все эти. Никому не надо, да, только мне. Ну ладно. В самом начале сфотали. Вы сначала сфоткали. They did the picture like in the beginning. Все, тогда, может, вопросы какие-то? No questions? Thank you so much, Матіас. Thank you. Very welcome. Так что все, сегодня показываем песни.